Всем привет, с вами Ксюша. В этом видео я познакомлю вас с двухкомпонентным микроцементом, из которого сделала данную столешницу. Этот уникальный материал подходит не только для обычных стен, но также для фасадных работ, зон душа, подоконников, столешниц и для того, о чем меня спрашивали сотни раз в комментариях, для полов. Работать с микроцементом можно в различных техниках. В этом видео я покажу вот такую. Под микроцементом у меня обычное ДСП. Оно и выступит в качестве основания под наш декор. Первым этапом наносим кварцевый грунт. Грунт у меня торговой марки Dessa Decor. Ссылку на него и на сам микроцемент я оставлю в описании под этим видео. Перед работой обязательно размешиваем грунт, чтобы распределить все песчинки равномерно по объему материала. Хорошо размешала грунт и выливаю сразу его на стол. Небольшое количество и раскатываю валиком. Если вы наносите микроцемент на пол либо на стены, то обязательно перед нанесением кварцевого грунта необходимо нанести грунт глубокого проникновения, чтобы обеспылить поверхность. Мне очень нравится работать с этим кварцевым грунтом, он дает равномерный плотный белый цвет, а также оставляет после себя очень мелкую шагрень. В этой работе ничего сложного нету, главное нанести грунт равномерно по всей поверхности. И также быстро прокрашиваю торцы. После того, как нанесла кварцевый грунт на всю поверхность столешницы, оставляем его до полного высыхания в течение суток. Кварц-грунт полностью высох и можно приступать к нанесению микроцемента. Микроцемент у меня двухкомпонентный, называется Pronto. Это система из двух материалов – Base и Fine. Base наносится на первый слой, Fine на второй. И так мы достигаем максимальной прочности поверхности. Далее покажу, из чего он состоит в банке. Тут у нас пигмент, затворитель и в пакете сам сухой микроцемент. Приступаю к замешиванию смеси. Для этого отмеряю затворителя 140 мл. И в затворитель добавляю примерно такое же количество чистой воды. Этого хватит на 1 кг смеси. Плюс засыпаю туда черный пигмент. Перемешала, переливаю жидкую основу в большую емкость и туда же добавляю сухую смесь. И хорошо перемешиваю. У меня небольшое количество материала, поэтому его можно размешать при помощи шпателя. Если вы готовите целое ведро, то удобнее это сделать с миксером. Видно, что у меня пока есть комочки в смеси, поэтому мешаем дальше, чтобы добиться однородной массы. С этим закончили и приступаем к нанесению. Для этого потребуется распылитель с водой, кельма и стеклотканевая малярная сетка с минимальным размером ячейки. У меня 2,5 на 2,5. Накладываю материал сразу на стол. Беру кельму и размазываю в разные стороны. На горизонтальной поверхности работать очень удобно и можно нанести ровный тонкий слой. Нанесла небольшой участок. Далее беру сетку и прикладываю ее к поверхности. Стараюсь разложить ее аккуратно. И сразу прижимаю кельмой. Хорошо прижимаю к поверхности. Смачиваю водой. Еще раз разглаживаю. И стараюсь сразу же подрезать все края, чтобы они не мешали. Делаю надрез с одной стороны и с другой стороны угла. Если наносите микроцемент на штукатуренную стену в сухом помещении, то использовать сетку и Pronto Base не обязательно. Достаточно кварц-грунта и пары слоев Pronto Fine. Убрали излишки сетки и продолжаем нанесение дальше. Накидываю материал на стол и распределяю кельмой. Сложного здесь ничего нету. Главное нанести материал тонким слоем под сетку. И раскладываю сетку дальше. Если это требуется, то добавляю еще небольшое количество материала поверх сетки и хорошо его разглаживаю. Сделала плоскость, подрезала углы и перехожу к торцу. Также наношу под сетку равномерный слой материалов.
Наносить можно не только кельмой, как это делаю я, но и обычным шпателем. И опускаю сетку. Хорошо ее прижимаю, чтобы на углах не было никаких морщин. Беру распылитель, смачиваю поверхность и хорошо приглаживаю. Закончили наносить Pronto Base и оставляем его до полного высыхания в течение суток. Микроцемент полностью высох, можно приступать к самому интересному – созданию декоративного слоя. Делать его буду из покрытия Pronto Fine. Я уже замешала необходимое количество воды и затворителя. Теперь туда добавлю чуть-чуть сухого пигмента и хорошо размешиваю. Крупные частицы оседают на дно и до конца не перемешиваются. В дальнейшем они создают красивый декоративный эффект. Можно не добавлять сухой пигмент, а использовать только универсальный. Хорошенько перемешала и переливаю в большую емкость. Теперь засыпаю туда сухой микроцемент. Смесь должна получиться достаточно густая. Если есть необходимость сделать ее пожиже, можно добавить чуть-чуть воды. Тщательно перемешиваем материал, поднимаем весь пигмент со дна и стараемся сделать так, чтобы не было комочков. Этого количества хватит на всю мою столешницу, поэтому сейчас я его поделю на 5 частей и заколирую в необходимые цвета. Сразу продумайте, какого цвета у вас будет больше, а какого меньше, и, соответственно, колируйте его в необходимом количестве. Готово. И приступаю к колировке темно-серого цвета. Для этого использую колорант Desa Decor в цвете R. Немножко его перемешиваю и добавляю в микроцемент. Очень тщательно колорант перемешивать не нужно. Легкий эффект недомеса нам не повредит. Микроцемент колировать очень удобно, так как он не меняет цвет после высыхания. В процессе нанесения самый темный цвет будет перекрываться более светлыми, поэтому слегка приглушится по насыщенности. Не боимся, колируем максимально темным. С темным цветом я закончила и заколировала из того же пигмента светло-серый. И вот настолько он у меня получился светлей. Перехожу к третьему цвету. Использую колорант тоже Desa Decor с номером N. Этот пигмент дает красивый песочный оттенок. Кстати, я его уже использовала в одной из своих работ, ссылку на которую оставлю в описании под этим видео. Там мне этот цвет действительно очень понравился. Третий цвет готов. И приступаю к колировке четвертого. Делать я его буду из синего и зеленого цвета. Добавляю совсем чуточку синего и чуть больше зеленого. Для удобства можете добавлять колер при помощи шприца, чтобы в дальнейшем повторить точно такой же цвет. Сделала последний цвет и приступаю к нанесению. Начинаю я с самых темных цветов. Беру темно-серый и делаю первую полосу. Если вам не нравятся полосы, то можете использовать недомес, как при работе с венецианской штукатуркой. Делаю прожилку рваной и извилистой. Беру темно-коричневый и также его добавляю рядышком с темно-серым. Делаю такой легкий недомес, добавляю серую, продлеваю дальше, делаю ее более узкую полосу. Сделала первую прожилку, далее беру губку, обернутую в пакет, и делаю небольшие крапинки. Набираю прямо на губку материал и легкими движениями отпечатываю на поверхность. Добавляю на губку еще зеленого цвета. И также сделаю крапинки в некоторых местах. Главное, чтобы зеленого не было очень много. Вообще, в принципе, контрастных цветов не должно быть очень много. Они должны дополнять рисунок, а не перегружать его. Беру распылитель с водой и чистый шпатель. Хорошо смачиваю и подглаживаю. Когда микроцемент смачивается водой, он меньше прилипает к шпателю и гораздо легче выравнивается. Первая прожилка готова. Далее перехожу к следующим.
Делаю их более тонкими, для этого беру маленький мастихин. Если нет мастихина, то можно сделать маленький шпатель, вырезав его из пластиковой карточки. Главное, чтобы шпатель был узкий. Эти тонкие линии делаю с переходом через угол столешницы. Так как у нее широкие торцы, то рисунок должен плавно перетекать с одной стороны на другую, из плоскости в плоскость, чтобы столешница смотрелась целостной. Следующую прожилку я сделаю, смешав темно-серый и коричневый. В результате мы получим более теплые оттенки серого, и это немного разнообразит финишный результат и сделает его менее монохромным. Сейчас цвета выглядят очень насыщенными и контрастными, но в дальнейшем это в значительной степени сгладится. Беру распылитель и точно так же сглаживаю эти три полосы. Толщина микроцемента должна быть примерно в 1 мм и одинаковая по всей длине прожилки. В этом нам как раз и помогает распылитель с водой. Он немного размягчает материал, и тот становится более податливым. Вообще в работе Pronto Fine мне напоминает известковую венецианскую штукатурку. Соответственно, его можно наносить в классической технике для венецианской штукатурки. Микроцемент достаточно быстро сохнет, поэтому сделали квадратный метр полосок и приступаем к следующему слою. Для этого потребуется средний серый цвет. Набираю его небольшое количество на шпатель и заполняю плоскость стола. Этот цвет наношу достаточно плотно, чтобы он заполнил большую часть поверхности между уже созданными прожилками. Сразу смачиваю и еще раз подглаживаю. Нанесла тонкий слой серого, далее беру белый и наношу его поверх, точно таким же образом. Белый цвет полностью не перекрывает предыдущие слои микроцемента, и они остаются видимыми. Плюс он подчеркивает контуры прожилок и добавляет больше мелких деталей. Понимая, как ведет себя этот материал, можно создавать супер прочную имитацию мрамора и камня, также бетона. Нанесла белый цвет и перехожу к следующему участку. Начинаю с самого темного и распределяю материал, создавая прожилки немного другой формы. Вот так. Нанесла серый и добавляю коричневый. Теплый цвет добавляю частично, чтобы не полностью перекрыть темно-серый цвет, а только его дополнить. При выборе цветов отдавайте предпочтение природным приглушенным тонам. Они придадут имитации камня более натуральный и естественный вид. Добавила и слегка приглаживаю, чтобы растушевать цвета. Закончила с коричневым и добавляю пакетом зеленый. Этот цвет здесь самый контрастный, поэтому его использую по минимуму. В конечном итоге зеленый будет заметен только с очень близкого расстояния. Закончила с зеленым, смачиваю поверхность и приглаживаю. В такой технике нанесения можно работать, как я, заполняя поверхность небольшими участками, а можно послойно, распределяя сначала все темные прожилки, а после заполнять пространство между ними более светлыми цветами. Быстренько пригладила и заполняю серым. За счет того, что это белый и двухкомпонентный микроцемент, с ним можно работать практически в любой технике нанесения, от карты мира до марсельского воска. Причем не только в сухих помещениях, но и в ванных комнатах, в зоне прямого воздействия воды, а также он подойдет для наружных работ. Закончила серым цветом и наношу белый. Сейчас станет виден проявляющийся рисунок и то, как он подчеркивается белым цветом. Переход от ранее нанесенных участков к свежим не заметен. Этим и удобен материал в работе. Нанесла последний слой микроцемента и оставляю его высыхать в течение 12 часов. За это время материал хорошо высохнет, но при этом не наберет максимальной прочности, что позволит его легче шлифовать.
Прошло 12 часов и приступаю к шлифовке материала 120-му абразиву. После полной шлифовки поверхности приступаю к нанесению защитного слоя лака. Лак у меня полиуретановый, торговой марки Dessa Decor. На первый слой лак необходимо разбавить водой на 10%. И наливаю воду. Хорошенько перемешали лак и приступаем к нанесению. Я его наливаю на столешницу и растягиваю валиком. Наносить необходимо тонким слоем, чтобы он хорошо просыхал. Прокрасила верх столешницы и перехожу к торцам. Таким образом наносим первый слой лака. Далее ждем его полного высыхания в течение 2 часов. За кадром я нанесла еще 2 слоя неразбавленного лака с межслойной сушкой 8 часов. После этого выждала неделю. Сейчас поверхность полностью готова к эксплуатации. Но так просто я ее оставлять не буду, а хочу заполировать до глянца. Поэтому начинаю с абразива 220, далее двигаюсь на уменьшение и заканчиваю 4000-й Mirka Abralon. Сейчас быстренько покажу, как я это делаю. Готово. Вот такой глянец у нас получился. Я думаю, в черном цвете он бы смотрелся вообще как зеркало. На ощупь столешница очень гладкая и напоминает камень. Сам материал очень универсальный, подходит как для гладких техник нанесений по типу венецианской штукатурки, так и для фактурных, то есть карта мира, марсельский воск. Ну и самое важное – это его свойства, стойкость к влаге и его прочность. На все использованные материалы из этого видео я оставила ссылку в описании под ним. Переходите по ней и приобретайте качественные материалы. Украшайте свой дом, создавая что-то уникальное своими руками. А на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем удачи, здоровья, пока!